Самый большой кролик. Кролики милые и пушистые и могут достигать 122 сантиметров в длину. На сегодняшний день Дариус – самый большой кролик в мире, рост которого составляет 1 метр 30 сантиметров, а вес 22 килограмма 200 грамм. Однако на его титул метит новый претендент – его сын Джефф. Рост Джеффа составляет 1 метр 100 миллиметров. И в течение полугода он может еще вырасти. Владелица Джеффа, Аннет Эдвардс, считает, что он может перерасти своего гигантского кролика-отца. Кролики породы Continental Giant раньше разводились, как правило, на мясо, но теперь они считаются замечательными и умными домашними питомцами. Из-за их огромных размеров этим кроликам приходится спать в больших вольерах, напоминающих вольеры для собак. Обычные клетки им, конечно, не подойдут. По словам хозяйки, чтобы прокормить своих братцев-кроликов, ей требуется более 2000 морковок и 700 яблок ежегодно. И это помимо специальной кроличьей еды, которая обходится ей в 5000 фунтов стерлингов, это примерно 50 тысяч рублей. Гигантская ахатина. Ахатины могут вырастать очень большими, но эта улитка действительно огромная. Аномально огромная, крепкая и ужасно слизкая. Эта улитка выросла аж до 20 сантиметров, что практически равно размеру взрослой человеческой руки. Гигантские ахатины встречаются во многих местах и являются вредителями для сельскохозяйственных культур. Из-за своего размера улитки много едят, а также быстро размножаются, что делает их лидерами среди инвазивных видов. Инвазионный вид или инвазивный вид – это распространившийся в результате деятельности человека биологический вид, распространение которого угрожает биологическому многообразию. Привет, гуглята, с вами профессор Гуглов, и сегодня я вам расскажу про 12 аномально крупных животных, которые на самом деле существуют. Самая высокая собака в мире. Когда он стоит на 4 лапах, то рост этого гиганта составляет почти 112 сантиметров. Знакомьтесь, это Зевс, 165-килограммовый добрый гигант, который приобрел мировую известность благодаря книге рекордов Гиннесса. Владельцы пса Кевин и Деннис Дорлок рядом с этим просто невероятным по размеру псом кажутся детьми-подростками. По их словам, нужно быть очень внимательным, чтобы Зевс случайно не наступил на ногу, иначе будет синяк. А если собачке вдруг захочется встать на задние лапы, ее рост, на зависть тренерам баскетбольных команд, составит 2 метра 24 сантиметра. Так что спрятать вкусности на верхних полочках шкафов от Зевса не получалось. Ежедневный рацион гигантского дога состоял из 14 килограммов собачьего корма. Причем, если хозяева хотели отправиться со своим питомцем на пикник, простая легковая машина для этого не подходила. Специально для этого, чтобы транспортировка Зевса стала возможной, был приобретен грузовичок. У прохожих огромный дог вызывает смешанные чувства. Хозяйка, Деннис Дорлок, делится, что иногда слышала вопросы типа «это собака или лошадь?». И обижаться тут не на что, ведь песик и вправду по размерам спокойно мог конкурировать с пони. Особо смелые просили сфотографироваться с этим псом, который, впрочем, был не против. К сожалению, Зевс умер в 2014 году, немного не дожив до своего 6-го дня рождения. Птицеед Голиаф. Обычно, когда мы думаем о пауках, в голову приходят лишь крошечные восьминогие существа с маленькими глазками, плетущие красивые паутины. Но следующий экземпляр действительно жуткий. Представляю вашему вниманию настоящего монстра в животном мире, обитающего в амазонских джунглях – птицеед Голиаф. На самом деле этот паук является тарантулом. И хотя большинство людей не являются арахнофобами, думаю, сейчас многие стали тарантулофобами. Птицеед Голиаф живет в тропических лесах Южной Африки и может весить аж 175 грамм, что очень много для паука. Несмотря на свое название, эти пауки не питаются птицами. Они едят в основном змей, грызунов и жаб примерно своего размера. Лигр. Если вы любите кошек, то просто обязаны знать об этом удивительном животном. Лигр по имени Геркулес – гибрид льва и тигра, самая большая кошка на нашей планете. Гигант живет в городе Майами в парке Джанг-Айленд. Его вес составляет 410 килограмм, что делает Геркулеса самым большим представителем кошачьих в мире. Конечно же, такое замечательное животное просто не могло не попасть в книгу рекордов Гиннесса. С 2006 года Лигр Геркулес является ее почетным членом.
как крупнейший из живущих на Земле представителей кошачьих. Геркулес родился в 2002 году и стал плодом любви тигрицы Айлы и льва Артура, которые вместе с другими представителями своих видов содержались в одном большом вольере. Это далеко не первый подобный случай, и сейчас в мире существует уже 25 представителей этого редкого вида животных, являющегося гибридом льва и тигра. Самая высокая лошадь в мире. Хотя лошади обычно всегда больше среднестатистического человека, Большой Джек бьет все рекорды. По официальным данным, рост этого великолепного жеребца составляет почти 183 сантиметра в высоту, а его вес при рождении составлял приблизительно 108 килограмм, что примерно на 23 килограмма больше для его породы. Несмотря на его внушительные размеры, Джейк очень дружелюбен с людьми и имеет много поклонников. Самый большой кот в мире. Мейкуны – это порода больших домашних котов с очень пушистыми хвостами, которые обычно достигают 100 см в длину от носа до хвоста. Рост кота по имени Люда уже в 17 месяцев составлял поразительные 114 см, а вес почти 11 кг. Мейн-куны известны своей ласковостью, и Люда не исключение. Также, несмотря на его размеры, он ест даже меньше, чем другие коты, и хотя мейн-куны дружелюбны, их размеры пугают. Ведь не все отважатся погладить такого большого кота. Давайте смотреть правде в глаза. Какой бы он ни был милый и пушистый, кошачий нрав никто не отменял. Самая большая свинья. Элиасу Буфорду Батлеру из Джексона, штат Теннесси, принадлежит свинья по имени Большой Билл, которая в 1933 году получила титул самой крупной свиньи в мире. Размеры Большого Билла составляли 152 сантиметра в высоту и 274 сантиметра в длину, а вес был действительно шокирующим. 1157,5 килограмм. На сегодняшний день ни одна свинья не достигала таких размеров. Были сообщения о другой здоровенной свинье, которой было всего 5 лет, и она весила 900 килограмм. Свинья умерла в 2009 году от проблем со здоровьем, которые возникли вследствие малой подвижности. Животное практически не могло двигаться из-за своего веса. Лягушка Голиаф. Гигантская лягушка или лягушка Голиаф не так уж и страшна, но если вы увидите, как этот гигант квакает на вас, вы можете получить небольшой сердечный приступ. Самая большая лягушка, с которой когда-либо сталкивались люди, была размером с кулак, но этот гигант длиной более 30 сантиметров, вытянув лапы, становится еще огромнее. Головастики этого вида такого же размера, как и у других видов лягушек, но позже они начинают стремительно расти. Лягушка Голиаф водится в Камеруне и других частях Африки, и является не лучшей моделью родительского поведения. Как только самка откладывает яйца, она тут же исчезает. Японский краб-паук. Обычно мы думаем о крабах в контексте изысканного ужина на берегу моря с бутылкой хорошего французского вина. Но эта гастрономическая мечта испарится, как только вы столкнетесь с японским крабом-пауком. Среди крупных видов крабов, достигающих 548 сантиметров в длину и весящих почти 20 килограмм, этот монстр действительно страшный, особенно если встретить его на темном и холодном пляже. Но, как и большинство крупных и жутких на вид животных, этот паукообразный краб обладает довольно мягким характером. Удивительно, но японского краба употребляют в пищу и считают деликатесом во многих регионах Японии. Численность этого вида значительно сократилась, и сейчас предпринимаются меры по сохранению самого большого членистоногого в мире. Самая длинная змея. 12 октября 2011 года в Канзас-Сити, штат Миссури, был обнаружен питон, длина которого составляла 762 сантиметра. В то время этот питон считался самой длинной змеей, находящейся в неволе. По оценкам зоологов, питону было 10 лет, а чтобы его удержать на руках, требовалось 15 человек. После того, как змея была поймана, она была взята местным агентством развлечений и названа медузой. В неволе ее диета состояла из оленей, кроликов и ястребов. Содержание медузы обходится ее владельцам в кругленькую сумму, так как в неделю питон съедает примерно 12-14 килограмм животных, в основном различных грызунов и кроликов. Хозяева медузы отмечают, что это далеко не предел, и все зависит от аппетита питона. Например, пару раз змея съедала более крупных животных, весом более 40 килограмм, поросята и олени. Самый большой крокодил. Лолонг – самый большой крокодил в неволе, рост которого составляет 6 метров 17 сантиметров, а вес
1075 килограмм. Является также самым большим крокодилом, которого когда-либо измеряли от носа до хвоста. Лолонг – тихоокеанский или морской гребнистый крокодил. Австралийский эксперт по крокодилам Адам Биттон отмечает, что он измерил лолонга под наркозом в своем вольере в ноябре 2011 года и подтвердил, что это самый длинный когда-либо пойманный крокодил в мире. Лолонг был пойман в заливе Будда-Вонг в провинции Южный Агусан на Филиппинах 13 сентября 2011 года. Он был схвачен благодаря сотрудничеству местного самоуправления и охотников на палаванских крокодилов. Палаван – это остров на Филиппинах, вместе с соседними островами составляет самую большую провинцию в государстве. Гиганта искали около 3 недель, а чтобы его поймать, потребовалось 100 человек. Он был достаточно агрессивным и несколько раз рвал веревки, прежде чем был наконец пойман. На тот момент ему было около 50 лет. На этом все, друзья. Надеюсь, видео вам понравилось. Смотрите другие видосы на моем канале. А завтра уже выходит новое. Не пропустите. Пока-пока.